Во время войны с Японией в ходе Второй мировой советские операции на островах по масштабам не шли ни в какое сравнение с тем, что происходило на материке. Там в боевых действиях участвовали фронты, здесь батальоны. Но именно наши победы на островах принесли Советскому Союзу территориальные приобретения. На Ялтинской конференции в феврале 1945-го Сталин, Рузвельт и Черчилль заключили секретное соглашение. По нему наша страна должна была вступить в войну против Японии через 3 месяца после капитуляции Германии, но с обязательным условием – возвращения Советскому Союзу южной части острова Сахалин и Курильских островов. Половину Сахалина мы потеряли в 1905 году после поражения в русско-японской войне, а Курилы намного раньше, еще в XIX веке. У японцев Южный Сахалин назывался префектурой Карафута, а ее столицей был город Таяхара. Сегодня это Южно-Сахалинск, административный центр Сахалинской области. План нашего командования заключался в том, чтобы прорвать Катонский укрепленный район на 50-й параллели и дойти вдоль единственной железной дороги до Таяхары. Предполагалось, после этого японцы капитулируют. Так оно и вышло. Но наступать приходилось в горной или заболоченной лесистой местности, а укрепрайон представлял собой крепость. На случай авианалетов японцы выстроили 150 железобетонных убежищ. Обороняли Южный Сахалин до 30 тысяч японских солдат. В 10 утра 11 августа в прорыв пошел советский стрелковый корпус. На общем направлении наши бойцы штурмовых батальонов уничтожали японских солдат-смертников, истребителей танков. Следом шли саперы, делая проходы для танков в заболоченных местах. Танки били по пулеметным точкам противника, подрывники подбирались к дотам и забрасывали их гранатами. Только к вечеру 16 августа удалось на узком участке фронта прорвать главную полосу Катонского укрепрайона. Но было и 2 вспомогательных удара, восточнее и западнее. И это тот случай, когда итог сражения решал один единственный батальон. Это был батальон капитана Леонида Смирных. По пояс в воде наши солдаты преодолели болото, не имея ни танков, ни артиллерии, уничтожая по пути опорные точки противника. Уже к вечеру 12 августа разведчики батальона вышли к окраинам города Котон. Русских не ждали на этом направлении. Японцы запаниковали, но быстро собрались и пошли в психическую атаку с развернутым знаменем. Когда до противника оставалось 50 метров, по приказу капитана наши открыли огонь. – 16 августа Леонид Смирных был убит японским снайпером. Его имя увековечено в названиях 2 населенных пунктов на Сахалине – Леонидово и Смирных, а его бойцы продолжали сражаться. К вечеру 18 августа был взят весь укрепрайон. Одновременно в портах Южного Сахалина шла высадка десантов – Тора, Шахтерск, Эсутора, Углегорск, Маока, Холмск, Адамари, Корсаков. 24 августа советские войска вступили в город Таяхара, и операция была завершена. По похожему сценарию развивалась и последняя операция Красной Армии в ходе Второй мировой войны – Курильская десантная. Надо было взять главный укрепленный остров, после чего вся японская оборона рушилась. Но высадка десанта на ближайший к Камчатке самый северный остров Шумшу проходила в очень невыгодной ситуации. У японцев были прекрасно подготовленные рубежи обороны, и хотя к берегу удалось подойти незаметно, дальше мы несли большие потери. Курильская десантная операция – единственная в войне с Японией, где у нас они были выше, чем у японцев.
Десантировались на Шумшу 2 усиленных стрелковых полка и батальон морской пехоты, всего 8824 человека. Силы японцев были примерно такими же. Ожесточенные бои продолжались до 20 августа. Следом шла высадка десантов и на Южные Курильские острова, включая ближайшие к Хоккайдо. Наиболее отличившимся в операции соединениям и частям были присвоены почетные наименования Курильских. Строя планы послевоенной оккупации Японии, США отводили для зоны СССР весь северный остров Хоккайдо и примерно половину самого большого из японских островов Хонсю. Но ближе к концу войны, после смерти президента Рузвельта, аппетиты у американцев выросли, и они решили сделать Японию своим собственным непотопляемым авианосцем. Больше того, Америка настаивала на том, что ей нужна военная база в центре советской Курильской гряды. Это явно противоречило Ялтинским договоренностям, и США получили от СССР решительное «нет». Но и наш десант на Хоккайдо тогда не состоялся. А готовились серьезно. Вот шифровка маршала Василевского, товарищу Сталину. Докладываю обстановку по Дальневосточному фронту к исходу 19 августа 1945 года. В настоящее время я и командование 1-го Дальневосточного фронта серьезно заняты подготовкой десантной операции на остров Хоккайдо. Сейчас ведем морскую разведку, готовим авиацию, артиллерию, пехоту и транспортные средства. С вашего разрешения, морскую операцию здесь начнем немедленно после занятия южной части Сахалина, ориентировочно 22 августа 1945 года. Хоккайдо предполагалось взять силами 2 дивизий. Но в тот самый день, 22 августа, операция была остановлена впредь до особых указаний Ставки. А 27-го Василевский отдал приказ во избежание создания конфликтов и недоразумений по отношению союзников категорически запретить посылать какие бы то ни было корабли и самолеты в сторону острова Хоккайдо. Что-то произошло в течение этой недели, и один из 3 главных островов Японии не стал советским, а МОК.